Добрый день, мои уважаемые читатели. Сегодня такой приятный вечер. Мои дети прислали мне кедровую продукцию, которую они выпускают в Новосибирске. И еще под именем Мегре. И вот что я вам хотел рассказать. Вот вы видите маску, да? Которую мы все обязаны сейчас одевать. Говорят, что ее можно носить только 2 часа, а потом нужно утилизировать. Но и за эти 2 часа очень сомнительно, какие микробы она задерживает, какие нет. Ну вот я хотел вам показать, как можно ее усовершенствовать. Дело в том, что я прочитал в литературе совсем недавно, что кедровая хвоя уничтожает болезнетворные микробы. Ученые проделали такой опыт. Нанесли на хвоинку, на кедровые хвоинки жидкость, в которой содержались болезнетворные микробы. Ну и в первую очередь микробы гриппа. Через несколько минут все они погибли. Но вы сами можете прочитать это в открытом доступе в интернет, набрав лечебные свойства кедра, кедровой хвои. Можете поинтересоваться работой ученых Томского университета, которые непосредственно занимаются кедром. А Томский университет, он учрежден еще до революции. Это старейшее научно-исследовательское учреждение, которое занимается в том числе и лесом. И они впервые ввели такое понятие, как кедровые рощи вокруг поселений. Но вернемся к маскам. Вот мы одеваем маску. Проходит несколько минут или там час, и сомнительно, что на ней творится. И тут я стал интересоваться. Сергей в Новосибирске выпускает туалетную воду, которая называется сотворение. Но так как они выпускают кедровую продукцию, то я позвонил ему и спросил, говорю: Сережа, а какой состав находится в этой туалетной воде? И оказалось, что в ней содержится кедровый бальзам. То есть вытяжка, в том числе и вытяжка из кедровой хвои. И тут у меня мелькнула мысль. Если мы одеваем маску, и брызгаем на нее духами, вот этой туалетной водой, то она должна дезинфицировать воздух. Вот хотелось бы это уточнить, если кто меня будет слышать сейчас и является врачом или имеет к этому отношение, может, в какой-то лаборатории, нужно уточнить, так ли это на самом деле. Вся логика говорит за то, что это так. Далее. Они еще выпускают зубную пасту. Зубная паста. И я решил поинтересоваться, а из чего она состоит? Натуральная зубная паста обладает кедрово-мятным ароматом и выраженным освежающим эффектом. Улучшает кровообращение, интенсивно питает и укрепляет мягкие твердые ткани полости рта, природные антибактериологические свойства живицы, препятствуют размножению бактерий, развитию кариеса и
воспалительных процессов. Так елки-палки, значит, она должна уничтожать во рту попавшие микробы? Так получается? Вот такой информацией я хотел с вами поделиться. И давайте пообсуждаем это вместе, а может быть исследуем. Ну вот, когда я брызнул, немножечко все-таки вдыхать, ну как бы немножко терпкий аромат, или как это назвать, при вдыхании, значит, надо совсем немножечко на маску брызгать. Ну вот так же и руки можно дезинфицировать. В отличие от тех жидкостей, которые там стоят в некоторых магазинах, в некоторых медучреждениях, это еще и дает тонкий кедровый аромат. А если это так она вокруг человека должна уничтожать микробы. Спасибо за внимание. Расскажу впоследствии еще более подробно о других способах обезопасить себя.